Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Очередное утро, очередной небольшой обзорчик крипторынка. Итак, у нас небольшое было движение на этих, можно сказать, недельных событиях, которые, в принципе, особо никаких событий и не было. Криптовалюта немножко выросла, особенно биткоин вырос без новостей. На данный момент рост у нас закончился, притока капитала как не было, так и нету в рынке. Крупный игрок перелаживает с альткоина в биткоин ликвидность, потому как киты просто-напросто стараются, они стараются, толкают биток как можно выше, для того, чтобы сделать уже саму кульминацию, но притока капитала нет. Может быть такое, что они сдерживают сам биток. Поджались мы к верхней границы по биткоину. Итак, что у нас тут по рыночку? Капитализация 3 триллиона 370 ярдов, как и есть, так и было. Был небольшой отток, назад все это дело вернули, нарисовали. Доминация биткоина на хаях, доминация альткоинов на низах. Ну, эфириум потихоньку набирает здесь, видно, силу. Уже чуть-чуть эфир за вот эти вот последние 2 месяца доминация эфира чуть-чуть выросла. Ну, это небольшие значения, но все равно было 8, было самое минимальное 7,8, сейчас у нас 9,2. Биточек наш выглядит вот такая вот у нас структура. Поджались мы к хаям, формируем свечи закрепа. На часе у нас уже биточек закрепляется в диапазоне 109 тысяч долларов. Это очень хорошо, но не нужно сильно, конечно же, поддаваться эйфории. Мы прекрасно знаем, что здесь буквально моментально могут это все дело слить. Мы вышли с бычьего флага. Желательно здесь сделать бы в 109 тысяч долларов, 108 тысяч долларов. Может быть такое, что немножко опуститься там, пускай на 108, на 107, 500 закреп. И только-только потом у нас была бы вероятность на дальнейший выход с данного бычьего флага. По хэшрибансу у нас проходит капитуляция. Нету никаких у нас здесь сигналов. Давайте мы посмотрим сигналы на хэшрибансе. Нету синей точки. Если посмотреть на 30 минутки, ее тоже нету. Она сначала должна появиться на мелком таймфрейме, на 30 минутке, потом закрепиться на часе. Но мы этой точки пока что не видим, просто видим капитуляцию. Это, конечно же, тоже хорошо, очень положительно. Капитулировать они могут очень длительный период времени, даже на протяжении 2-3 недель. Мы здесь можем даже и не увидеть данную точку. Но надеемся, что мы уже приближаемся к этим интересным моментом. Давайте-ка посмотрим, что у нас по данному индикатору buy, продавай, покупай, продавай. Итак, был у нас сигнал на покупку на 4-часовике. Здесь у нас был сигнал на продажу, здесь на покупку. В принципе, все у нас здесь выглядит неплохо на 4-часовике. На часе у нас сигнал на продажу был буквально вчера. Ну, это такое, час нас особо не интересует. На дневке у нас был сигнал на покупку только 23 июня. Больше никаких сигналов здесь не было. Вообще биток выглядит по-бычьи. Киты у нас стараются. Дай бог, мы все-таки увидим за эти 5 месяцев кульминацию по биткоину. Наша цель вот она. Это как минимум. Хотя бы для начала нужно пробиться и уйти на перехай. Потом уже будем, конечно же, радоваться и думать, что все у нас хорошо. Доминация биткоина у нас. Подошли к средней части вот этого вот медвежьего флага. Но, правда, он здесь ненормальный, этот медвежий флаг, потому как медвежий флаг у нас должен был формироваться хотя бы вот отсюда, вот так вот. Вот это был бы медвежий флаг. Но все равно выглядит здесь уже домка по доминация у нас уже выглядит по медвежьи немного. Может быть такое, что здесь уже все-таки будут они формировать разворот по доминации биткоина. В прошлом цикле у нас биток и шел на свой перехай. Вот здесь вот. Это 20-21 год. Биток и шел на свой перехай. И в этот момент доминация начинала уже падать. Мало ли может быть такое, что мы и в этом цикле подобную ситуацию здесь вот увидим. Потихоньку доминация начнет снижаться. Эфир начнет тоже набирать свои обороты. Ну, всему свое время.
нужно еще, конечно же, выжидать. У нас есть запас времени, это сентябрь, 520 дней после халвинга битка. С учетом того, что цикл растянулся, максимум, я думаю, что мы, если что-то должны увидеть на этом рынке, то только конец ноября, крайний срок декабрь, ну дальше все. 26-й год я вообще даже не думаю, там должна быть медвежка. Вообще было бы в идеале все это дело увидеть, полную развязку, это сентябрь, октябрь месяц и покинуть рынок. По Stock to Flow мы видим то, что идет окраска уже ближе к желтому цвету, это уже кульминация, завершение. Не видим мы, конечно же, только альтсезон. Очень сложная ситуация, мы альтсезона так и не увидели, полный слив альткоинов. И фишка в том, что если биток будет разворачиваться на медвежку, как бы это не звучало глупо и как бы это не хотелось бы слышать бы, но когда биток будет разворачиваться на медвежку, альткоины тоже пойдут за битком, и это очень плохо. Я был на медвежьем рынке в 2022 году, 2021, ну конец 2021, начало 2022, видел, как все это дело погружалось, видел большое количество скамов, и там просто трэшамба творилась. Медвежка тоже здесь не за горами, осталось буквально недолго, максимум вот дожить до конца 2025 года, и там дальше будет медвежка. Еще один интересный момент. Биткоин-лонги. Биткоин-лонги потихоньку начали набирать. Лонги по биточку вот на часе мы видим потихоньку начали набирать. Хоть и движение биткоина у нас произошло небольшое, мы подошли к 109 тысячам долларов, но лонги потихоньку здесь набрали. Небольшое количество было набрано лонгов, но все равно чуть-чуть лонги набрали. Если посмотреть на 4-часовике, здесь уже картина так более-менее выясняется. На часе у нас здесь был небольшой набор лонгов, но на 4-часовике, смотрите, начали набирать лонги буквально с 12 июня. И это очень положительно. Очень-очень это, конечно же, положительно, потому как мы сможем с вами увидеть еще движение по биткоину. Глобально выглядит здесь, вот так вот, в принципе. Если посмотреть глобально, то здесь незначительный набор на дневке был. Но если посмотреть на 4-часовике, то все-таки что-то здесь они набрали. Более-менее радует. Более-менее здесь немножко радует. То, что нету у нас закрытия сильнейшего лонгов, а наоборот потихоньку набрали. Также не дает мне покоя эта капитуляция майнеров. Мы уже практически в перегретой зоне. Смотрите, уже горячая, прям оранжевая зона перед погружением вниз. Вот у нас тоже была аналогичная ситуация. В 2021 году погружались вниз. Вот у нас 2017 год погружались вниз. Ну, здесь у нас 2013 год, это совсем был другой рынок. Не было тогда фьючерсной торговли, все было по-другому. Но здесь уже довольно-таки все дело перегрето. Довольно перегрето. Также в этом цикле, если мы можем посмотреть, то мы даже не выходили за вот эту вот золотистую скользяшку. Это у нас показывает о том, где у нас перегретость биткоина. В 2021 году у нас была перегретость на синей скользяшке. В этом цикле было только в марте 2024 года мы вышли за золотистую. Вот здесь вот чуть-чуть мы коснулись золотистой скользяшки. Весь этот период времени у нас биток дальше был не особо перегрет. С марта 24 года у нас не было перегретости по биткоину. В принципе, вот так вот. Ну и еще одна метрика, которая показывает то, что мы в этом цикле буквально в марте коснулись красной вот этой вот скользяшки. Была аналогичная ситуация, у нас было касание в 2021 году. Это у нас пик был бычьего рынка. А тут у нас даже и не было никаких касаний. Чуть-чуть мы коснулись в марте, но это было все до халвинга биткоина. До халвинга биткоина. Была сильнейшая перегретость по битку именно до халвинга. Что у нас сейчас? Если мы будем идти к вот этой вот красной скользяшке, то у нас здесь цена получается 163 тысячи долларов за биткоин. Мало ли, может быть такое действительно, что мы за эти полгода увидим импульс роста по биткоину, и как раз же метрика P-Cycle Top
индикатор P-Cycle Top. Так, где мой индикатор P-Cycle Top? Давайте мы его найдем. Вот он. Он тоже нам сигнализирует то, что у нас P-Cycle Top будет в диапазоне 100. Здесь уже показывает, что P-Cycle Top будет в диапазоне 170 тысяч долларов. Мало ли, может быть такое, что за эти полгода все-таки у нас будет кульминация биткоина, и кульминация будет при цене от 110 до 160-170 тысяч долларов. Остается только ждать, но притока капитала нету в рынок. Видно то, что киты манипулируют, перелаживают ликвидность из альткоинов в биткоин для того, чтобы его максимально удержать. И, конечно же, у нас важное событие будет это заседание ФРС. Оно произойдет 30 июля. Может быть такое, что понизят наконец-то же ставку. Как ни крути, биток выглядит у нас немножко по-бычьи. Будем ожидать, смотреть, что у нас здесь происходит. Альткоины вчера тоже у нас немножко зашевелились, правда, уже обратно все это дело сдулось. Но, в принципе, вот так вот. Рынок у нас просто никакой, особо движения нету, но биток у нас потихоньку начинает набирать обороты. Также эфириум, видно, что доминация эфириума потихоньку тоже начинает обороты набирать. Будем ожидать дальше, посмотрим, что с этой скамовозкой у нас произойдет. Но крайние сроки, я вам сразу говорю, что 520 дней у нас после халвинга биткоина будет в 20-х числах сентября. Ну и максимум это, что можно ожидать, только до декабря. Ни днем более, потому как дальше там уже, по-любому должна быть медвежка. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи, мирного неба. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем желаю мирного неба и прекрасных, конечно же, выходных, потому как у нас дальше суббота, воскресенье. А в пятницу, как мы прекрасно знаем, у нас все сливается и коррекция.